Привет, друзья! Меня зовут Олег Герд, я иллюстратор. И в этом видео я расскажу вам и покажу, как я нарисовал вот эту иллюстрацию. А это моя кошечка Шицу. Эта иллюстрация была нарисована на заказ. Заказчик планировал использовать для печати на обложке коробочки для карт, для игральных карт. Я сделал несколько вариантов скетча, как могла бы выглядеть эта иллюстрация, отправил ее заказчику. Он выбрал этот вариант скетча и начал отрисовывать уже его более детально. Ну что ж, я начал более детально отрисовывать скетч, да, то есть эскиз моей иллюстрации. Нарисовал контур змеи и начал делать такие подготовительные линии, чтобы отрисовать чешую змеи. Чешую. Как это правильно называется? Пусть чешуя. И начал уже, собственно, отрисовывать все эти чешуйки. На всю отрисовку этой иллюстрации у меня ушло порядка 12 часов. Опять-таки, это потому, что я очень-очень много времени убил на придумывание этих узоров. Это довольно трудоемко. То есть ты рисуешь, смотришь, это не самая сильная моя сторона, но, тем не менее, вроде получилось неплохо. То есть я сидел, придумывал, стирал, рисовал заново, опять стирал, пока мне не понравилось, и пока это более-менее начало выглядеть приемлемо и хорошо. В этой иллюстрации основное композиционное место занято гремучей змеей, а это как раз-таки по заверениям заказчика главная проблема этих мест — это гора Барклай. Еще в этой иллюстрации я расположил две кирки, пересекающиеся крест-накрест. Это все потому, что опять-таки на этой горе много-много лет назад уже добывался уголь. Вот в таком виде я еще раз согласовал скетч с заказчиком, получил его ок, восхищенные отзывы и начал уже отрисовывать начисто. Кстати, характерная особенность заказчика с другой стороны, что они всегда пишут свое восхищение. То есть всегда это «Вау, как круто, как клево, очень здорово, мне все нравится, классно, давай в том же духе». А когда ты рисуешь для российского заказчика, так не принято. Они просто пишут свои комментарии, говорят: да, в целом норм, давайте еще вот это изменим. То есть немножко другой подход в комментировании. Я начал в отдельном слое рисовать вот такую основу одним цветом. То есть полностью прорисовал тело змеи. В отдельных слоях начал делать такую же основу для кирок. Там, где у меня слой с киркой накладывается поверх слоя с телом змеи, я стираю, чтобы это потом на просвет не мешало мне. Потому что в этой технике отрисовки я использую такие текстурные кисти, нужно обязательно, чтобы на просвет не совпадали слои, а был один темный фон под объектами. И далее я ластиком начинаю стирать, делая контур, то есть это вырисовывать чешуйки, рот, зубы и все-все-все детали. И также потом в отдельных слоях я начинаю делать другие объекты в моей иллюстрации. Это и рамка, это и вот эти вот топоры. Опять-таки топоры там потому, что очень активно в Америке, в этом городке вокруг вырубались леса. Это был лесозаготовка. То есть они добывали там уголь, лесоповал, это правильно сказать или нет? Вот, и там был очень гремучих змей, поэтому и заказчик попросил использовать эти все предметы. И уже с помощью моих текстурных кистей, скачать вы их можете, кстати, в описании к этому видео, либо сделать сами, посмотрев, допустим, мое видео на канале, ссылка появится вот там, начал наносить тени, то есть формировать какой-то объем у змеи. И вот этими вот текстурными кистями я начинаю прорабатывать детали. Все Чешуйки, рот, глаза. Это довольно тоже кропотливо. Но этот этап мне больше всего нравится, потому что тут как раз формируется объем, и иллюстрация начинает приобретать свой законченный вид. Когда рисую подобные техники, я активно пользуюсь маской слоя. Опять-таки, посмотреть, что такое маска, вы можете, посмотрев мое видео на моем канале, где я рассказываю про слои. Я использую маску, собственно, чтобы не стирать все время основу, чтобы я мог легко изменять, вносить изменения вот этими вот точечками, формировать объем, но не стирать все время. То есть, если не использовал бы маску, мне немножко пришлось бы по-другому рисовать, более аккуратно. Здесь я позволяю себе вольности и всякие эксперименты, не изменяя основу. Далее я наношу такую текстуру на древке этих кирок и то же самое рисую объем. Немножко напомню, чтобы вся иллюстрация более-менее смотрелась реалистично, интересно и гармонично. Очень хорошо бы, чтобы вы изучили основы светотени, чтобы вы понимали, как падает свет, как он ведет себя, как он взаимодействует с поверхностями. Это очень поможет вам делать более-менее реалистичный объем, потому что самая-самая главная ошибка, основная ошибка начинающих иллюстраторов, начинающих художников, то, что они не разбираются в основе тени
и начинаю рисовать их, как они думают, да, как они представляют себя в голове, несмотря на какие-то референсы или на предметы, которые нас окружают, а это очень хорошее подспорье. Вот, из-за этого очень сильно в рисунке, в иллюстрации видно какие-то такие моменты, и сразу глаз на этом останавливается, цепляется на каких-то таких ошибках. Итак, дальше я делаю еще один слой, чтобы усилить вот этот объем. Выбираю цвет немножко светлее, чем основа, и начинаю рисовать в отдельном слое, естественно, освещенную часть, используя Clipping Mask. То есть я делаю новый слой, зажимая кнопку Alt, я вкладываю как бы вот верхнележащий слой в нижнележащий слой в этом окошке слоев. И у меня вот этот слой, который верхний, он не вылезает за пределы моей основы. Я прохожу подобным образом и тело змеи, и кирки. Сначала какими-то общими такими мазками, большой какой-то своей кистью, а потом уже, используя маленькую кисть, прорабатываю какие-то детали, отдельные блики на чешуйках, чтобы это все смотрелось больше реалистично, интереснее и детальнее. Здесь немного скорректировал цвет, сделал его понасыщеннее и продолжу дорабатывать иллюстрацию, добавлять какие-то детали. Понятно, что иллюстрация — это как бы такое допущение. Это не то, что ты моделишь 3D, где у тебя очень точно, да, обсчитывается, как падает свет. И, в принципе, объем в иллюстрации — это такой довольно творческий подход, где можно его делать площадь, где-то сильнее, где-то утрированней. Поэтому это все на совести иллюстратора, художника остается. Если вам нравится это видео, поставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И жми на колокол. Будет еще много подобных интересных видео. И когда я нарисовал уже вот это вот основные свои объекты, да, это вот змея, собственно, кирки, топоры, я начал рисовать вокруг этого всего узоры. Я потратил на это кучу времени, это прям самый такой трудоемкий был процесс для меня, но, по-моему, получилось, в принципе, неплохо. Итак, друзья, вот такая иллюстрация у меня получилась в итоге. Я часть узоров немного изменил и вместо этого нарисовал такую гору по просьбе клиента. Как видите, я добавил еще один цвет, такую голубую подсветку. Это очень сильно выделило змею и сделало иллюстрацию, как мне кажется, намного живее и интереснее. Что ж, друзья, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокол и пока. Увидимся в следующем видео.